Сегодняшнее видео будет про обувь, или же почему в русском доме вы обязательно должны снимать обувь, иначе бабушка побьет вас. А ну снял ботинки, собака такая. Я только полы намыла, только ковры вытряхнула. Куда с грязными ногами? Никаких тебе пирожков? Ходят тут всякие. И самая первая причина, по которой русские люди и все, кто приходит к ним в дом в гости, обязаны снимать обувь, это, конечно же, плохая погода. Если вы когда-либо были в России, вы понимаете, о чем я говорю. Большую часть времени в России либо холодно, либо очень холодно, либо что-то среднее между зимой и осенью. То есть под ногами у вас будет каша из грязи, соли, песка, для того, чтобы вы не подскользнулись на льду. Допустим, вы большую часть времени передвигаетесь на автомобиле, но в любом случае вы будете выходить из машины. Волей-неволей вы наступите на дорогу, которая обильно посыпана песком. И все ваши новенькие, чистенькие кроссовочки или сапоги будут в этом песке. И не дай бог, вы принесете этот песок в дом к русской бабушке. И из этого вытекает второй пункт. В России принято стелить на пол ковры. Это сделано, во-первых, для того, чтобы в доме было тепло. И, как я уже говорила в предыдущем пункте, большую часть времени в России холодно. Ковер на полу – это обязательный атрибут каждой квартиры, каждого дома. Где-то я читала про Хугге, о том, как скандинавы очень любят ковры на полу стелить для того, чтобы создавать такую cozy and warm atmosphere, такую очень ламповую атмосферу. Ламповый means cozy and warm, because ламповый, лампа, describes the soft yellow light. Ламповый. It creates a nice atmosphere, so you know what I mean. Этот желтый свет, он такой нежный, он такой очень атмосферный, он создает такой уют вокруг. Да, ламповый means уютный. Если вы зайдете в уличной обуви в дом, начнете ходить по ковру, то вы оставите там такие пятна, которые потом не возьмет ни один пятновыводитель. Я помню, когда я ходила в школу зимой, нас заставляли носить с собой сменную обувь, или же мы ее называли сменка, для того, чтобы в школе было чисто. И нас очень сильно ругали, если мы забывали эту сменную обувь. Обычно это какие-то кроссовки, либо сандалии, либо туфли. Если ты забывал сменную обувь, тебя отправляли домой. И теперь небольшая историческая ремарка, потому что многие пытаются меня задеть, говоря о том, что русские люди напридумывали себе кучу правил, усложняют себе жизнь и все такое прочее. Но нет, ребят, снимать обувь в помещении, в любом помещении, принято не только в России, но и в других странах. К примеру, в моей любимой Японии, например, в Японии, когда ты заходишь в дом, под татами есть такое как бы небольшое место, куда ты можешь поставить свою обувь. Потом уже ты заходишь на татами. Какие-то народы снимают обувь для того, чтобы не принести злых духов к себе в дом, а кто-то снимает обувь перед тем, как зайти в храм, для того, чтобы показать свое почтение Богу. В общем, это очень распространено во многих странах, у многих народов, поэтому русские не единственные такие люди, которые снимают и заставляют своих гостей снимать обувь перед тем, как зайти в дом. Даже крестьяне в давние времена, крестьяне это самый-самый был низший слой населения, даже они снимали обувь перед тем, как зайти в дом. Летом крестьяне, как правило, не носили обувь. Перед дверью у них обязательно стояла корыто с водой, где люди могли вымыть свои ноги, прежде чем зайти в дом. И, наконец, самое очевидное, почему в России все снимают обувь перед тем, как зайти в дом, это устройство наших улиц. Как правило, если вы погуляете по Москве, по Москве, скорее всего, нет, в Москве
принципе, все не так плохо в этом плане. Но если вы погуляете в каком-нибудь другом небольшом городе, вы заметите, что тротуары и дороги построены неправильно. В том плане, что в некоторых местах у дорог вообще нет никаких сливов, то есть проходит дождь, на дорогах образуются лужи, колесами в эти лужи нагнетается грязь, она налипает, естественно, на асфальт, все это вот так вот разносится, и получается такое, вы знаете, грязевое мекиси, грязевая вот такая ванна на дороге. И, естественно, из-за этого очень быстро пачкаются машины, колеса машин разносят всю эту грязь по дороге, вода грязная никуда не сливается. Ну вот, собственно, и причина. Еще одна причина в том, что когда строят тротуары, то не все строители делают так, чтобы тротуар чуть-чуть возвышался над, предположим, клумбами, над газоном. И it really makes sense, потому что когда идет дождь, то вот эта грязь с клумбы, земля, вот это вот все, это все стекает на тротуар. Также на тротуарах нет никаких сливов, то есть грязная вода дождевая, она не может никуда уйти. Образуются лужи. Опять же, люди ходят по этим лужам, потому что они не могут их обойти, либо обходят их по этой клумбе и несут грязь с ног. Опять же, на этот тротуар. Это огромная проблема, что наши строители пренебрегают такими элементарными вещами. Вследствие мы получаем что? Мы получаем грязные дороги, мы получаем грязные тротуары, ну и грязные, собственно, ноги. Итак, ребят, это было видео Let's Talk для моих intermediate students. Спасибо вам большое за то, что посмотрели это видео. Ставьте лайк, обязательно ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И в завершении видео я хотела бы поблагодарить моих платных подписчиков. Спасибо вам большое, что вы подписались на меня. Спасибо за то, что вы поддерживаете меня. Gold subscribers. Это Eli, Leroy. I'm sorry if I pronounce your last name incorrect, but I know you, you know me, and thank you so much for your support. And Carla Citerio, спасибо большое за вашу поддержку. If you're buying a gold membership, I will say a huge thank you for you on my each video. Спасибо большое. Если вы приобретаете Gold Level спонсорской подписки на моем канале, я благодарю вас в каждом видео. Спасибо большое за поддержку. Спасибо вам большое за поддержку. Вы помогаете мне творить, помогаете мне делать для вас больше видео. Вы даете мне мотивацию снимать больше, качественнее и интереснее. Окей, друзья, всем спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось мое видео. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с вашими друзьями, кто так же, как и вы, учит русский язык вместе с Easy Russian. Хорошего вам дня, дорогие мои, и отличного настроения. Всем пока-пока.